Друзья, всем привет! Нашла вот такую заброшку, просто абсолютно случайно. Не знаю, что это, судя по всему, это либо школа, либо сад был, но сейчас мы с вами заглянем туда, посмотрим, что находится там внутри. Я сегодня без оборудования, без стабилизатора, вообще без всего, потому что не собиралась сегодня ничего снимать. Но в Беларуси, в таких глубинках, в принципе, довольно много заброшек, поэтому давайте посмотрим, что находится внутри. Вот так это выглядит. Тут даже есть беседочка. Вот. Что это было, пока непонятно. Я думаю, что это был, скорее всего, либо детский сад, либо школа все-таки. Ой, блядь, пауки, паутины. Тут, конечно, пол. Ребятушки. Такая тишина вокруг. Тут деревня, вот буквально сразу, ну такая тишина вокруг, охереть. Я надеюсь, я не провалюсь, если я осторожненько пройду. Блять, могу провалиться, конечно. Прикольно, ребятки. У меня, конечно же, нет ни света, ничего. Ну, пробежимся с вами, я покажу, в принципе, что это за здание. Попробуем с вами угадать. Правила безопасности. Потолок какой. Птичий помет везде, конечно же. Окна, кстати, кровать стоит. Окна заколочены везде. Прикольно, прикольно. Видимо, было законсервировано. Ребятки, вход на чердак. Столик. Это тоже какие-то столы, как парты или что. Непонятно пока, что это было конкретно. Не могу понять. О, стульчики. Кровать тоже стоит. Может, лагерь какой-то. Полка. Уходя, гасите свет. Здесь прохладненько. На улице, в принципе, уже лето, а здесь довольно прохладно. Стол тоже, опять же, такой потолок. Не знаю, пока я не разгадала тайну того, что это было за помещение, за здание. Я думаю все-таки, что это была школа. Школа, возможно, и детский сад сразу. Тоже вот стульчики стоят. О! Гардероб, что ли, был? Видите, такие балки. Возможно, вешали дети одежду. И здесь еще такое ответвление, может, как столов. О, вот туалет был. О, прикольно, слушайте. Нормальный, современный, кстати, туалет был. Я думала, здесь будет душ. Нет. Как обычно, Алена бы сказала, любительница снимать туалеты. Что у нас тут? Вот здесь, кстати, был душ. Мои хорошие, нет у меня с собой света. Но вот здесь вот зеркало. И вот здесь ступеньки. И душевая кабина. Смотрите, какая нормальная. Ничего себе. Вот сюда летает какая-то хероборина. Что это такое? Смотрите, какая душевая кабина. Уже, кстати, более современная. Я так понимаю, что в современное время здесь уже, наверное, было перестроено окошко. И там, кстати, вон колодец и какой-то еще домик стоит. Вот чердак. Как будто когда стройка. Биде. Прикольно, прикольно. Ой, испугалась, ребят, себя в зеркале. Жесть. Здесь написано: издание порождает страх, узнай больше о ВИЧ-инфекции. Тут раковины были, видимо. А тут куда у нас уходит? Вот, смотрите, тоже второй выход. Тут гаражи под замками, кстати, гаражи. Скорее всего, закроем от животных. Скорее всего, гаражи просто выкупили. Здесь тоже было заколочено. Видите? Открыли.
Прикольно, прикольно, слушайте. Ничего, так интересно. Перья птичьи. Давайте дойдем, посмотрим, что интересного еще можно найти. О, шкаф тоже. Стол, матрасы, шкафчик. Там вот точно пристройка была, видите, более современная, из блоков. Информация о месте дислокации массового пребывания людей на территории Гребенского и Раванинского лесничества для получения медицинской помощи можно обращаться. Это как расписание работы больницы и амбулаторий местных. Тут тоже ничего. Шкаф. Не знаю, что я хочу, конечно, найти, но я хочу найти хотя бы примерно, что это было. Верховский лесхоз, промсклад. Может, это уже последнее время был склад, а до этого, наверное, было какое-то учебное заведение. О, смотрите, какие деревянные. Это кровати. Кровати самодельные, ребят. Прикол, как на них спать, нормально, матрасы класть, стол, вот это уже какая-то как лагерная херня. Выведу из запоя телефон круглосуточно, херня какая-то. Да, уже молодежь местная, наверное, все расписывала, ну прикольно, слушайте. Самодельные, такие, как в лагерях, возможно, такие раньше были кровати. На дверях ничего нету. Ничего на дверях не написано. Вот, и просто последняя комнатка вот такая. В общем, ребятки, как вы думаете, что это было? Я не знаю, но вот как-то вот так. Вот с обратной стороны это место. Вышла, чтобы пройти, показать вам. Вот это вот обратный вход. Вот. И вот он так выглядит. Сейчас хочу сходить вот к этому домику. Посмотреть, что это такое. Выглядит тоже как заброшка. И вот к этим домикам. Начнем, пожалуй, вот с этого. Еще, друзья, интересует, что вот это за место такое. Я не могу понять, оно заброшено или нет. Вон там находится дальше вот это вот то, что мы сейчас снимали. И здесь находится вот такое еще что-то такое. Не хочется и как бы вторгаться в частную собственность, конечно же. Но и очень это похоже на самом деле на заброшку. Блять, я вот, ребята, серьезно, как в зомби-апокалипсисе каком-то. Я вам честно скажу. То есть я вот хожу, да, по этим местам. Если бы хотя бы кто-нибудь, ну, реально остановил, сказал, типа, что ты здесь лазишь, да, или еще что-то. Ну, кто-нибудь вышел бы из домов, это было бы, наверное, как-то более резонно, нежели вот так вот ходишь, и такое чувство, что это место просто вымерло. Не знаю, ребят. На самом деле ощущение довольно своеобразное. О, прикольно, слушайте, это реально как дом. Ковер, стульчик. Бля, сейчас как выглядит кто-нибудь, как в фильме ужасов. Вот стул и тахта. Если кто-нибудь выйдет, я бы охерела. Вещи лежат на стуле, посмотрите, как будто кто-то сидит. Боже, как это стрёмно, ребят. Как это стрёмно. Капздец просто. Капздец. Сейчас давайте посмотрим, что здесь. Блять, почему мне кажется, что там кто-то живет? Я просто сейчас вторгаюсь к людям в частную собственность. Печка стоит, печка. Стулья вон стоят. Как актовый зал какой-то. Ага, и сцена. Ребят, вон справа. Не знаю, видно вам или нет. Вон справа сцена.
Какой-то как дом культуры местный или что. Колодец, надеюсь, он не провалится. Что там в нем? Вода есть, кстати, вода еще в колодце есть. Пни выкорчеваны вообще. Я реально, ребят, я нахожусь как в каком-то зомби-апокалипсисе. Потому что здесь нету ни души. Просто ни души. Ой, боже. Боже, боже. Бля, везде паутина. О, прикол. Сука, как я испугалась. За мной закрылась дверь, как я испугалась, ребятки. Вроде никого нет. Боже. Никого здесь нету. Вроде бы нет. Ребята. Капстец. Окошко какое-то. Окошко. А здесь трансформаторы. Пень. Главное, принесли пень. Посмотрим, что это за здание. Раз мы уже здесь оказались. Тоже окошко. Это столовая была. Это была столовая. И, скорее всего, актовый зал, либо тоже столовая. Смотрите, даже люстры какие висят еще. Вот, скорее всего, было меню. Да, это отдельно была столовка. 100% просто. А ну-ка. Что здесь? Минский областной центр гигиены, эпидемиологии. Да, типа дезинфекция. Всякие такие штуки. Во, прикольно. Люстры. Здесь шампусик распевал. Стекла разбитые, конечно. Все такое. Все какое-то вот такое, ребятки. Но на самом деле очень прикольно. Очень прям атмосферненько, я бы сказала. Мне еще интересно проверить одну вещь. Это куда выходит эта дверь. Я так понимаю, она выходит просто в поле. Ага, она вообще заколочена. Но, судя по всему, она выходит просто в поле. И лента здесь уже от мух не поможет. Чего это могло служить? Типа какой-то, может, как тир дети делали себе, не знаю. В общем, выходим. Никого нет. Но дверь закрылась так, что я реально как бы шуганулась. Ну что, друзья, я вам хочу сказать. На самом деле место крутое, неожиданно крутое. Да, то есть получилось так, что сегодня я вам засняла выпуск без Алены, без оборудования, к сожалению, потому что не было у меня главной цели сегодня снимать контент. Но получился, в принципе, довольно интересный видосик, я считаю, достойный вашего лайка. Также комментарии пишите, как вы думаете, что это было за место. Школа, либо сад, либо лагерь, не знаю. Но место довольно антуражное. Спасибо вам за просмотр, спасибо вам за вашу обратную связь и до скорых встреч.